История Тараса и Галины Бойко из Полтавщины, 1920 год. В воспоминаниях Тараса Бойко, опубликованных его правнуком в блоге о семейной истории, он рассказывает о переезде в Парагвай в 1920-х годах. После гражданской войны жить стало невыносимо. Голод и разруха были повсюду. Мы потеряли все, что имели, и оставались без дома. Когда узнали, что в Парагвае ищут рабочих на плантации и дают землю, мы приняли это как знак. Мы не знали, что нас ждет, но оставаться было невозможно. Мы просто умирали медленной смертью на родине. Тарас и Галина Бойко приняли решение покинуть родное село в Полтавской области в 1920-х годах, когда их дом оказался в эпицентре гражданской войны и разрухи. Тарас вспоминал: «После войны наш дом был разрушен, а наша земля не давала ничего, кроме боли и слез. Я смотрел на Галину и видел в ее глазах отчаяние. Каждый день мы вставали с надеждой, что завтра будет лучше, но каждое утро приносило лишь новое испытание. Мы ели траву и кору деревьев, чтобы не умереть с голоду. Тогда один наш сосед рассказал нам о Парагвае, где можно работать на плантациях и получать за это плату. Мы с Галиной долго спорили, стоит ли ехать. Она боялась, говорила: как же мы там, в чужой земле, без языка, без родных. Но я ответил: здесь мы уже не живем, а просто существуем. Если мы останемся, нас ждет только голод и смерть. Лучше умереть пытаясь, чем сидеть и ждать конца. Мы продали последние вещи, чтобы купить билеты на корабль. Я обнял Галину и сказал: мы сделаем это ради наших детей, ради нашего будущего». Семья Бойко отправилась в неизвестность, оставив позади все, что знала и любила. Это был нелегкий выбор, но они верили, что в Парагвае их ждет лучшее будущее. После долгого пути на корабле семья Бойко наконец прибыла в Парагвай. В своих воспоминаниях Тарас описывает их первые ощущения. Когда мы наконец-то прибыли в Парагвай, было странное чувство облегчения и тревоги одновременно. Земля здесь была чужая, жаркая, совсем не похожая на нашу родную Украину. Мы вышли на берег и почувствовали, как влажный воздух обрушился на нас, словно стена. Галина смотрела вокруг с опаской, а я пытался успокоить ее. Мы справимся, мы должны. Первые недели были особенно трудными. Мы не знали языка, не знали людей, не знали, как здесь устроиться. Но люди оказались добрыми, нас приютили на время, помогли найти работу на плантации. Спустя время Тарас и Галина начали привыкать к новому месту. Прошло уже больше года, и мы начинаем чувствовать себя немного увереннее. Мы узнали соседей, научились немного говорить на испанском, и теперь нас не воспринимают как чужаков. Я работаю на плантациях, и мы зарабатываем достаточно, чтобы не голодать. Но все еще трудно забыть нашу родную землю. Галина часто смотрит на небо и говорит: интересно, как там наш дом, как наши родные. Иногда ночью я тоже не могу заснуть, вспоминая наши поля, наши деревья. Но я знаю, что мы сделали все, что могли, чтобы спасти нашу семью. Мы начали привыкать, и это дает нам силы продолжать.